Всем привет! Меня зовут Катя Зильберштейн. Если вы еще со мной не знакомы, я представлюсь. Я психолог, преподаватель соматического обучения. И сегодня я приглашаю вас на совместное соматическое занятие. Сегодняшний наш урок будет посвящен работе с позвоночником. И в нем будут очень маленькие движения. В соматике вообще небольшие движения обычно, но в этом уроке они будут совсем маленькие, совсем крошечные. Ну, наверняка вы знаете о том, насколько важна работа с позвоночником, что позвоночник – это наш центральный столб, такая системообразующая конструкция внутри нашего скелета. И очень важна подвижность, гибкость и одновременно устойчивость позвоночника. И очень часто происходит такое, что позвоночник теряет свою подвижность. Какие-то сегменты позвоночника становятся малоподвижны или совсем неподвижны, скованные. И сегодня мы будем возвращать подвижность позвоночнику. И сегодняшний урок можно делать его лежа на коврике, можно также делать его сидя, как вам удобно. Так что я приглашаю вас сейчас занять удобное для вас положение. Либо лежа на полу на коврике, либо сидя. И если вы будете сидеть, то сядьте на краешек стула и почувствуйте свои седалищные кости. И направьте сейчас внимание внутрь себя, в свое тело, в свои ощущения. Можно прикрыть глаза. И попробуйте вчувствоваться в свой позвоночник. Как вы его ощущаете? Можно что-то знать о позвоночнике, знать умом, а можно иметь ощущение позвоночника внутри своего тела. Как вам кажется, какой длины ваш позвоночник? Если бы вас попросили его измерить от начала до конца, от первого позвонка до крестца и копчика. Как вам изнутри ощущается длина позвоночника? И начните сейчас своим вниманием двигаться от основания, от копчика. Найдите свой копчик вниманием и двигайтесь вниманием дальше, ощущая крестец. В какой-то момент вы почувствуете, как ваш таз соединяется с позвоночником, начинаются уже поясничные позвонки. И ощутите, есть ли у вас изгиб в поясничном отделе позвоночника. Если вы лежите на полу, приподнимается ли ваша поясница над полом или касается пола. Если она приподнимается, то в какой момент она начинает снова соприкасаться с полом. И ощутите сейчас позвоночник в грудном отделе. Меняются с ребрами. Можете ли вы это почувствовать? 12 грудных позвонков у нас есть. И тоже свои изгибы в грудном отделе. Пробуйте их ощутить сейчас. Если вы лежите, то какие части позвоночника сильно вдавливаются в пол? И ощущаете ли вы свой позвоночник между лопатками? И дальше направляйтесь вниманием к шее. И почувствуйте шейный отдел позвоночника. Здесь у нас 7 позвонков. Он тоже имеет изгиб. И заметьте, ваша голова лежит на какой части затылка. Может быть, она немножко запрокинута.
И если она немного запрокинута, может быть, вам стоит взять небольшую подушку или сложенный плед подложить под голову. И можно согнуть ноги в коленях, если вы лежите на полу, поставить стопы на пол. И если вы сидите, то проверьте, что вы сидите на седалищных костях, и стопы ваши стоят на полу, и вам комфортно сидеть. И найдите сейчас вниманием самый нижний позвонок, там, где таз встречается с позвоночником, крестец переходит в поясничный позвонок. И начните делать маленькое движение, когда вы позвонок сдвигаете в сторону и возвращаете потом обратно. Смотрите, насколько у нас крошечное будет движение. Конечно, это невозможно подвинуть отдельно один позвонок, но вы пробуйте немножко сдвинуть этот позвонок в левую сторону и вернуть обратно. Это на грани воображения, но все же какое-то движение вы чувствуете, да, движение происходит. И позвонок немножечко сдвигается влево и потом возвращается в исходное положение. И, конечно, и соседние части тоже будут немножко двигаться. Почувствуйте, что еще двигается, когда вы немножко сдвигаете один позвонок чуть-чуть влево и возвращаетесь обратно. И поднимайтесь теперь к следующему позвонку и тоже сдвигайте его немножко влево и назад. Не спеша. Чувствуйте, что вы сейчас чуть-чуть в другом месте находитесь. И перемещайтесь дальше к следующему позвонку. И каждый позвонок мы будем сдвигать 2-3 раза, может быть, несколько раз, чтобы вы точно почувствовали это место и как оно двигается. И потом перемещайтесь к следующему позвонку. Замечайте, что двигается в вашем теле и где происходит остановка. То есть вы чуть-чуть подвинулись, и все, дальше тело не идет, и вы возвращаетесь обратно. Передвигаетесь дальше. В пояснице 5 позвонков обычно. Потом начинается грудной отдел. Может быть, вы до него дошли. И, возможно, здесь вы почувствуете, что ребра тоже двигаются. И, может быть, не только ребра. Почувствуйте, что еще в теле движется, когда немножко сдвигаете один позвонок в сторону. И перемещаетесь дальше. Может быть, вы не найдете каждый позвонок сейчас в отдельности, но ваше внимание, ваше воображение, они будут работать на вас, и они будут возвращать подвижность в ваш позвоночник. И здесь, поскольку мы имеем дело с такими маленькими, крошечными движениями, в них задействуются как раз самые мелкие мышцы. Те мышцы, которые соединяют позвонки между собой. И именно эти мышцы отвечают за вертикальное положение тела и за нашу осанку. Не крупные мышцы спины, которые включаются в больших движениях, а именно вот эти маленькие мелкие мышцы между позвонками. Поэтому чем меньше наше движение, тем мы точнее попадаем в цель, тем больше эффекта мы потом почувствуем. И вы уже где-то в верхней части грудного отдела, кто-то, может быть, добрался и до шеи. И, возможно, вы заметите, что здесь и ваши плечи немножко начинают двигаться. Также вы можете заметить, что какие-то позвонки двигаются более легко и охотно, чем другие. Какие-то части позвоночника, может быть, вам будет совсем трудно почувствовать или даже невозможно, но вы все равно пробуйте, и всегда можно включить воображение и представить себе, как будто бы вы чувствуете и как будто бы все движется. Если вы дошли до шеи, можете заметить, что здесь чуть-чуть по-другому движение происходит. И так же, как следующий позвонок, он движется немножко иначе, чем соседний.
И завершайте сейчас движением каждого позвонка в левую сторону и обратно. И мы сделаем небольшую выпрямить ноги, если они у вас были согнутыми. Можете откинуться на стол спина, если вы сидите. И во время этой небольшой паузы почувствуйте всю левую половину тела. И может быть, что после этих небольших движений вся левая половина ощущается немножко иначе по сравнению с правой. Наблюдайте, так ли это для вас. Теперь, если вы лежите, то снова согните ноги в коленях, поставьте на стопы. А если вы делаете урок сидя, то снова сядьте на край стула, почувствуйте сюда лишние кости. И снова найдите самый первый позвонок, он самый крупный в основании позвоночника, который соединяется с крестцом. И немножко начните сдвигать его в правую сторону. Потом пусть он вернется обратно. Сделайте так несколько раз. И сразу же вы можете заметить, что в эту сторону движение легче, или может быть сложнее, но другое. И продолжайте менять позвонки, переходить с одного позвонка на другой, стараясь не пропускать, проходить весь позвоночник и делать 2-3 движения на каждом позвонке. Очень легкие, в легкой амплитуде. Чуть-чуть отклоняете позвонок вправо и потом позволяете ему вернуться обратно. И заметьте, что еще двигается в теле. Вы можете почувствовать сейчас на примере этих маленьких движений, насколько важна подвижность позвоночника. На самом деле любое наше движение тела, оно начинается от позвоночника, потому что именно позвоночник – это изначальная центральная ось, из которой потом образуется все остальное тело, и в том числе конечности. И сейчас мы находимся в самом-самом центре своего существа и в самом центре любого движения тела. И вы двигаетесь дальше постепенно, каждый позвонок смещая в правую сторону, возвращаясь обратно. И очень важно, чтобы вам это было делать очень легко. То есть здесь никаких усилий не нужно прилагать. Это крошечное движение. Может быть, оно не видно даже снаружи. Если кто-то на вас посмотрит, он подумает, что вы просто лежите или сидите. Но вы знаете, что вы двигаетесь, потому что вы ощущаете движение изнутри. И также вы ощущаете, что каждый позвонок связан с ближайшими своими соседями, с позвонком сверху, снизу, и связан со всем остальным позвоночным столбом и со всем остальным скелетом. Если вы сейчас где-то в районе грудного отдела, вы можете заметить, что ребра тоже двигаются. Возможно, эти движения как-то откликаются на вашем дыхании, как-то сказываются на нем. Заметьте, есть ли какое-то соотношение между движением и дыханием. И нет какого-то правильного способа дышать, но важно дышать, то есть не задерживать дыхание и сохранять осознанность. Если у вас хватает внимания, то к самому движению позвонков и также к дыханию. И постепенно вы приближаетесь к самым первым позвонкам. Первый позвонок, атлант, находится здесь вот где-то под точкой, где заканчивается нос, то есть достаточно высоко, где-то там ваше ощущение. Движение именно идет вбок, вправо и обратно. И завершайте то, что вы делаете. Пусть движение остановится, и вы просто направите сейчас дыхание на всю правую половину тела. Понаблюдайте за тем эффектом, который оказывают эти маленькие движения.
И сейчас я хочу кое-что вам показать, дать возможность вам почувствовать одну важную вещь. С этого открытия, можно сказать, началось соматическое обучение, когда один из пионеров соматики Фредерик Матиас Александер обратил внимание на то, что положение нашей головы влияет на нашу осанку и на все наши движения. Вот я вам сейчас предлагаю немножко наклонить голову в левую сторону. Не повернуть, а именно наклонить. Это значит, что левое ухо приблизится к левому плечу, а расстояние между правым ухом и правым плечом, наоборот, увеличится. И вы оставляете голову вот в таком наклоненном, немножко комфортном положении. Ваше лицо остается в одной плоскости с потолком, в одной плоскости с полом. То есть поворота нет, есть только небольшой наклон влево. И сохраняя этот наклон головы влево, предлагаю вам попробовать снова немножко двигать отдельные позвонки в левую сторону и возвращать их обратно. Выберите несколько позвонков, с которыми вам интересно в грудном отделе, в грудном, в шейном. И попробуйте несколько маленьких движений сдвигать влево и возвращать обратно. И что вы замечаете? Изменились ли как-то эти движения, когда ваша голова немножечко наклонена? И для сравнения выберите несколько позвонков, может быть, тех же самых, и попробуйте чуть-чуть сдвигать их теперь в правую сторону и возвращать обратно. В разных частях позвоночника. И большинство из вас, скорее всего, заметят, что в правую сторону позвонки двигаются намного легче и дальше, чем в левую сторону. И эта картина может на протяжении всего позвоночника сохраняться. И верните голову сейчас в исходное положение. Отдохните немножко. Побудьте в паузе, в бездействии. Просто отдых. Сохраняя внимание в теле. Теперь наклоните голову в правую сторону, так что правое ухо ближе к правому плечу. Правая сторона шеи короче, левая сторона шеи немножко длиннее. Пусть вам будет комфортно, и пусть голова останется лежать в этом положении. И любой произвольный позвонок найдите вниманием и пробуйте его двинуть вправо и вернуть обратно. Несколько раз, пока не появится у вас ясность про ваше движение. И попробуйте также с несколькими еще позвонками любой части позвоночника. И мы все очень разные. Нету двух одинаковых позвоночников. И мы все не идеальные, не ровные. И вы можете сейчас обнаружить свои индивидуальные особенности. Какая часть вашего позвоночника более подвижна, какая менее. Особенно сильно разница чувствуется у людей, у которых есть сколиоз. Тогда какие-то части позвоночника явно выражены, более подвижные, а какие-то совсем неподвижные. Какие-то части скованные, или вы их совсем не чувствуете. Теперь попробуйте сделать несколько движений, когда вы отдельные позвонки сдвигаете в левую сторону, возвращаете обратно. И заметьте, как положение, немножко наклоненное положение головы влияет на подвижность ваших позвонков в разных частях позвоночника, включая нижние отделы. Всего лишь маленький наклон головы, возможно, вы замечаете, какая большая разница. Вы можете сейчас выбрать один любой позвонок,
попробовать чуть-чуть его сдвинуть вправо и потом чуть-чуть его сдвинуть влево. И почувствовать, куда он легче идет, более охотно. И остановитесь теперь. И положите снова голову обратно по центру. И отдохните. Если, может быть, кто-то устал лежать в одном положении или сидеть в одном положении, можете немножко изменить это положение. Отдохнуть. Сейчас снова возвращайтесь, пожалуйста, в исходное положение, лежа на спине с согнутыми в коленях ногами. Стопы стоят на полу, либо, если вы сидите, то сидите на краю стула и чувствуя седалищные кости. И снова найдите вниманием в самый нижний позвонок, в самом основании, там, где заканчивается таз. И начните двигать этот позвонок влево, обратно к центру, и потом вправо, и обратно к центру. Несколько раз. В одну сторону, к центру, в другую, к центру. И потом вы двигаетесь к следующему позвонку, к центру. И потом вы двигаетесь к следующему позвонку. И также сдвигаете его из стороны в сторону. И помните про то, что ваше дыхание остается свободным, ровным. Может быть, вы дыханием помогаете своему движению. И двигаетесь от позвонка к позвонку. И очень важно, чтобы вам было легко двигаться, чтобы вы не прикладывали каких-то усилий, не шли сквозь сопротивление. Пусть это даже происходит все в вашем воображении. Но у вас есть ощущение движения в одном направлении, ощущение движения в другом направлении. Можете замечать, как по-разному разные позвонки имеют свое предпочитаемое направление. И разные отделы позвоночника тоже имеют разную амплитуду движения. Вы можете очень много узнать о себе в процессе вот такого исследования. И ощущаете не только сам позвоночный столб, но и расширяйте свое внимание, чтобы чувствовать, что еще в теле движется. Может быть, вы можете весь свой скелет почувствовать. Или просто ощущение всего тела от стоп до головы. И ощущение этого движения. И сейчас вы можете это движение немножко ускорить. То есть побыстрее из одной в другую сторону. И побыстрее двигаться от одного позвонка к другому. Получится такое что-то вроде волны. Такое волнообразное движение, похожее на движение змеи или ужика, или ящерицы, у которых позвоночник из стороны в сторону сгибается. И именно вот это боковое сгибание – это то движение, которое вы сейчас делаете. И постепенно вы доходите до самого первого позвонка, там, где позвоночник соединяется с головой. Отпускаете свое внимание, отпускаете это движение. И почувствуйте сейчас, прислушайтесь к своим ощущениям. Почувствуйте, как вы лежите на полу, если вы на полу делаете, или как вы сидите на стуле. Что изменилось? А появились ли какие-то новые ощущения, которых не было изначально? Или, может быть, какие-то ощущения были и, наоборот, они исчезли? Заметьте свое дыхание. И приготовьтесь к тому, чтобы, не торопясь, сейчас подняться на ноги. Медленно, плавно поднимитесь на стопы
и встаньте. Почувствуйте, как по вашим ощущениям вы стали выше или ниже, или остались, как всегда, как вам привычно, такого же роста. Стали ли вы легче или тяжелее, или вы не знаете. Понаблюдайте за изгибами позвоночника, за ощущением, может быть, это ощущение температуры, может быть, размера, пространства в комнате или где вы сейчас находитесь. И почувствуйте себя в движении, как вы движетесь изнутри, появился ли его движение. Об этом в чате. Многие люди после этого урока чувствуют, что позвоночник очень разогрелся, стал таким теплым или горячим, что он стал более подвижным. Многие чувствуют себя выше чуть ли не на 10 сантиметров. Кто-то замечает, что дыхание изменилось. То есть тут могут быть много-много разных ощущений. И любое время, в любом месте, ну, разве что. И эти маленькие движения вернут ваше внимание и ваше осознавание в область позвоночника. И вы можете, у вас бывают такие ощущения, что спина затекла или устала, то проверьте это на себе. Но вот мой опыт показывает, что микродвижения порой бывают более эффективны, чем пальцем, чтобы размяться. Открытие. Что ж, я благодарю вас за внимание, и на этом наша практика окончена. До новых встреч в эфире.